Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим плюсы и минусы синхронизации у коров. Синхронизация охоты – это коррекция гормонального статуса коров и телок для одновременного проявления течки. Существует два метода, вернее два подхода в синхронизации. Это синхронизация как биотехнологический прием, который позволяет осеменить большее количество животных в сжатые сроки, перенести период массовых отелов на другое время, организовать оплодотворение животных, когда выявление половой охоты затруднено или невозможно вследствие ряда производственных причин, а также сократить сервис-период. И второй подход – это лечение тех или иных гинекологических заболеваний у коров, например, при лечении кист и гипофункции яичников. Синхронизация эструса у коров все больше и больше проникает в молочное животноводство. Очень большую роль в процессе внедрения массовой синхронизации играют усилия представителей производителей препаратов для проведения синхронизации. И понятно почему. Ведь препараты для синхронизации достаточно дорогие, а если учесть, что существует много разновидностей синхронизации, которые включают в себя несколько последовательных введений гормональных препаратов, то их продажа – это очень выгодный бизнес. А раз так, то, как правило, при проведении презентации по проведению синхронизации всегда указываются только положительные аспекты от проведения синхронизации, а отрицательные моменты или вскользь упоминаются, или вообще о них не говорят. В некоторых хозяйствах оплодотворение коров через тотальную синхронизацию уже стало его неотъемлемой частью. Однако, несмотря на популярность массовой синхронизации эструса во всем мире, мнение специалистов животноводства в отношении целесообразности и эффективности данного инструмента управления воспроизводством стада очень часто носят противоречивый характер. В первую очередь это обусловлено опасением негативных последствий для здоровья животных. Данный вопрос еще мало изучен, но по мнению ряда исследователей, постоянное, непоследовательное и бессистемное применение гормональных препаратов приводит к угнетению эндокринной функции гипофиза и других систем организма, участвующих в выработке гормонов полового цикла. В принципе, не надо быть большим ученым, чтобы прийти к такому выводу, ведь репродуктивная функция регулируется сложнейшим нейрогуморальным механизмом, состоящим из многоступенчатой системы, которая включает в себя 4 уровня: кору головного мозга, гипоталамус, гипофиз, матку и яичники. Основные принципы взаимодействия между элементами эндокринной системы организма основаны на прямой и обратной связи эндокринных желез посредством индуцируемых ими гормонов. В этом ролике я не буду подробно останавливаться на том, как работают эти механизмы. Хотя в одном из последующих видео я обязательно подробно остановлюсь и на этом вопросе. И объясню эти сложные вещи на понятном языке. Но они реально сложные и запутанные. Все это из-за того, что, несмотря на наши обширные знания механизма половой регуляции, до конца эти механизмы еще так и не изучены. Сейчас я только хочу обратить ваше внимание на то, что этот механизм сложный сам по себе. Да плюс еще на это накладывается масса проблем технологий, таких как кормление, содержание. И тут еще мы со своей синхронизацией вмешиваемся. Понятно, что ни к чему хорошему это не приводит. Аргументами против использования данного метода является угнетение эндокринных органов, обеспечивающих функционирование половой системы при бессистемном применении гормональных препаратов, и довольно высокая стоимость схем синхронизации. Более того, проявляется не только угнетение эндокринных органов, а вообще наблюдается сбой всей нейрорегуляторной системы. Разбалансировать эту систему достаточно легко, а вот привести обратно в норму — это уже очень и очень проблематично. Существует уже накопленный опыт, что в стадах с высокой молочной продуктивностью при использовании данных схем в течение 3-4 лет происходит увеличение выбытия животных по причинам бесплодия, снижение срока продуктивного использования коров до 2 лактаций. А раз так, то надо постоянно думать, где закупать нетелей для ремонтного стада. Мало того, что покупка нетелей сама по себе является колоссальной проблемой, так это еще и очень дорого. И хозяйство от этого будет нести убытки. Использование коров в течение 2 лактаций – это непозволительная роскошь для предприятия. При таких условиях эксплуатации корова не окупит себя. Это колоссальные убытки. Плюс к этим убыткам добавьте сюда еще и высокую стоимость препаратов, и стоимость работы персонала, причем обученного персонала. Проведение синхронизации одним из методов стоит около $10. При синхронизации
увеличивается стрессовое воздействие на животных, обезличивается процесс воспроизводства. Я уже не говорю о том, что при этом напрочь отсутствует индивидуальный подход к животным. Наблюдается пренебрежительное отношение к осеменению в спонтанную охоту. А ведь основной целью синхронизации в самом начале внедрения в практику животноводства было решить проблему скрытой охоты, которая очень часто наблюдается у высокопродуктивных коров. Недостатками синхронизации является и то, что при этом наблюдается полное отсутствие диагностики гинекологических заболеваний. И осеменение проходит без показаний, например, без определения превуляторного фолликула. Также следует отметить, что при проведении синхронизации охоты у коров происходит такая себе стерилизация желез внутренней секреции, которые при введении аналогов производимых ими биологически активных веществ извне постепенно снижают свою активность. Поэтому в связи с этим рекомендуется после 3-4 схем синхронизации предоставлять животному время для отдыха до момента наступления естественной охоты. Но, увы, что печально, естественная охота может вообще так и не наступить. Причем таких случаев становится все больше и больше. Как видим, у синхронизации есть много плюсов, но и недостатков не меньше. Я никоим образом не хочу сказать, что не надо проводить синхронизацию половой охоты у коров. Это реально колоссальный шаг вперед в развитии биотехнологии воспроизводства коров. Особенно если брать во внимание лечебный аспект. В некоторых случаях при лечении бесплодия или каких-то других гинекологических заболеваний без последовательного применения гормональных препаратов не обойтись. Это если говорить о синхронизации как о лечебном приеме. Что касается синхронизации как технологического приема, то здесь надо все просчитывать. А что же мы получим на выходе после проведения синхронизации? И ни в коем случае нельзя при помощи синхронизации решать какие-то просчеты зоотехнии. Например, при помощи синхронизации исправлять просчеты в неправильном кормлении или неправильном содержании, которые привели к гипофункции яичников, тихой охоте и другим гинекологическим заболеваниям. Нельзя идти по тому пути, что самое главное сейчас любой ценой получить теленка, а потом хоть потоп. В этом случае надо учитывать много моментов. А когда есть смысл применять те или другие схемы синхронизации и в технологическом плане, и в лечебном, мы рассмотрим в наших последующих видеороликах. Данная тема настолько обширная, что в одном ролике весь материал по синхронизации половой охоты у коров не удастся полностью осветить. И поэтому по данной тематике будет целый цикл видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!